вот это вот мужики, переодеты в баб. И мне от этого есть не по себе. Правда мужик. реально мужик. Похож на Афоню. Ну что, намасте, друзья. Если ваша жизнь кажется вам унылой и серой, этот выпуск изменит ваше представление о многих вещах, которые для вас являются нормой. Потому что для кого-то это недостижимая роскошь. То сейчас я покажу вам такую Индию, которую вы навряд ли увидите, если даже сюда приедете туристом. Мы не поехали на курорты Гоа и даже не посетили знаменитый Тадж-Махал. Мы опустились на самое дно этой древнейшей цивилизации. Но то, что мы тут встретили, будет достаточно для того, чтобы больше сюда никогда не приезжать. Но увидеть это обязательно стоит. Все говорят, что после посещения этой страны ты не вернешься прежним. Вот все говорят, а мы попробуем. Ну и перед тем, как мы начнем, я прошу вас подписаться на мою телегу, Дзен и ВК. Никто не знает, как долго YouTube протянет на просторах нашего отечественного киберпространства. Дай бог ему долгих лет. А теряться с вами я уж очень не хочу. А теперь оденьте наушники, усядьтесь поудобнее и приятного просмотра. Мы начинаем. Давно я мечтал побывать в Индии, и вот мой приятель из этой чудесной страны приглашает меня сгонять на местную друп-зону, ну и по пути показать достопримечательности своей родины. Кстати, вот он, наш герой. Знакомьтесь, это Маха, он же Мохаммед. Этот парень научит падать вас из любого самолета. Именно падать, не прыгать. Потому что все прыгают, а он падает. И он в этом лучший. А уж касаемо филигранных приземлений, это надо видеть. В общем, не Маха, а ювелир. Короче, предложение к посещению его прекрасной родины я никак не мог упустить. Тем более, что он вызвался быть моим гидом, который уж точно не потащит нас по туристическим местам. Ну как тут не согласиться? Эх, если бы мы знали, что он нам приготовил. Ну что ж, начну с краткой справки для наших соотечественников. Как оказалось, попасть в Индию очень просто. Виза получается быстро, в онлайне. Дальше перелет через Дубай, и вот мы в Нью-Дели, столице этой чудесной страны. Обычно мы для таких поездок берем минивэн, например, Мерс. Он очень подходит для нас по всем параметрам. Но, как оказалось, в Индии люди используют только индийские автомобили, а иномарки тут не в почете. В общем, пока нам искали подходящий сарай для передвижения, мы поехали в центр на общественном транспорте. Еще до поездки сюда я посмотрел видосики про путешествия в Индию, где все как один говорили, что тут нужно быть начеку, иначе тебя ограбят. Но забегая вперед, хочу отметить, что никакой агрессии мы на себе не ощутили. Люди тут очень доброжелательные и законопослушные. Возможно, потому что тут кругом представители власти вот с такими дубинами. А возможно, просто люди такие. Скорее всего, все-таки второе. Главное не поцеловаться. Друзья, мы находимся с вами в метро. Тадж-Махал и другие индийские достопримечательности на нашем канале вы, конечно же, не увидите. И наш канал про другое. Но будет очень интересно, поэтому оставайтесь, досмотрите до конца. Мы начинаем. План у нас такой. Мы находимся в Бутово. Нам нужно доехать до библиотеки имени Ленина и пересесть на Арбатскую. Я правильно понимаю? Именно. А для чего мы это делаем? Чтобы купить подарки. Подарки. На следующий день наш маршрут на дроп-зону должен был проходить через места юности нашего друга, через местную деревню, и Маха очень хотел познакомить нас со своими друзьями детства. А мы, разумеется, не могли поехать в гости с пустыми руками, и в центре мы пошли покупать гостинцы. Это место не производило впечатления центра столицы страны с самым большим населением. Почему-то я себе представлял это место более чистым, с шикарными ресторанами и красивыми ухоженными улицами. Ну, что есть, то есть. Зато, как я уже обозначил ранее, даже в темное время суток мы себя чувствовали абсолютно безопасно, нас окружали милые и где-то даже по-детски наивные люди, с любопытством наблюдавшие за нашими странными приобретениями. Миссию мы на сегодняшний день выполнили. Нам есть с чем идти. Но не с пустыми руками. Конечно же, да. Вот. И я думаю, что будут Приятно удивлены подарками. В общем, мы накупили кучу сладостей, всякого барахла и прямиком отправились в следующий день.
следующем дне Маха нарулил для нас большой автобус, и с раннего утра, закинув свое барахло, мы направились прямиком на дроп-зону. Сдержав, конечно, обещание, что по пути заедем к Махиным корешам в его родную деревню. Тогда мы еще не знали, что эта деревня вообще нам не по пути, и мы двигались в противоположную сторону от нашей дроп-зоны. Уж очень Маха хотел представить нас своим друганам. Через несколько часов мы свернули с хайвея и заехали на какое-то поле, где нас встретила местная сборная команда по крикету. Тогда у нас еще была хоть какая-то надежда, что мы сейчас быстренько с ними поздороваемся и успеем хотя бы до вечера добраться до аэродрома. Андрей, Сусю Йоги, это мой коллега, мой кореш, мой братишка, самый-самый. Дима. Йоги. Я не знаю, что происходит. Мы ехали на дроп-зону. Наш Гид, скажем так, да. друг, брат, гид, и блин. товарищ, он привез нас вот сюда, говорит, что специально для нас был организован матч крикет. Популярная, так скажем, игра здесь. Как оказалось. Да. По-русски называется лапта. Нам придется какое-то время здесь провести. Но я думаю, что сегодня мы уже точно не попрыгаем, но мы зато покажем свою уважуху пацанам. Пацаны тоже решили проявить к нам максимальную уважуху и сразу с порога начали нас угощать какой-то местной молочной жижей. Ну а Дмитрий Юрьевич решил бросить вызов Индии и не стал отказываться от еды и напитков, которые ему предлагают. Эксперимент хоть, конечно, и любопытный, но довольно опасный. Спустя время ответственно призываю, не повторяйте Диминых ошибок. молодец, хорошо придумал. За всех прекрасных, милых дам России. Будьте счастливы. С годом мукой. Система сигнализирует о сработке датчиков перепада давления. Возможно, сопло Керхера откроется неминуемо в любое мгновение. Хорошо, что, ребят, вокруг поля, цветы. Естественно, после подзаправки Дмитрия Юрьевича нас никто и не собирался никуда отпускать, пока мы с ними не сыграем в крикет. Также эти господа заявили, что это самая интересная в мире игра. Ну что, давайте проверим. На, Дим, это тебе лапта. Лапта тебе. Мне нужен мяч. Если будете выебываться, мы вам эту камеру. Пойдем расскажет правила. Слушай, но выглядит, короче, как весло. Можно играть, можно обороняться, можно гребсти. Универсально. Расскажи нам правила. Что мы должны делать? Правила? У тебя есть мяч, у нас бита. Тут правил нет особо. Вся площадка твоя. Никаких правил, как, в общем-то, и везде здесь. Так что, мне нужно отбивать ее или что? Не-не, он там стоит, а ты сюда. И что мне делать? Просто кинуть, что ли? Да, иди бросай сюда. Ну давай, Вячеславович, давай. Вставай сюда. Бросаешь отсюда. Да, отсюда. Давай! Если мяч задевает палочки, он выбивает. Выбьешь все палки, у них придет новый. Ну что, попробуем? Никогда в лапту не играл. Кидай в меня прям, Андрюх! Короче, игра, наверное, прикольная, но тема вообще не наша. Это было только начало знакомства. Впереди нас ждало такое. Сейчас все увидите. Наши новые друзья в ультимативном порядке призвали нас проследовать к ним в гости на обед. Было очень неловко, и мы даже сопротивлялись как могли, но они аргументировали свое приглашение тем, что в их стране невежливо отказываться. Ну, куда нам деваться? Мы пошли. А что, собственно, происходит? Да, привезли нас наши друзья в деревню. Хотя мы ехали на аэродром. Говорят, что мы обязательно должны посмотреть местный колорит. Вот, поэтому, ну раз уж мы здесь, раз уж нам показывают это все, мы, друзья, посмотрим это все вместе. Про какашулечки не хотите пару слов сказать? Я думаю, что это как строительный материал. А может быть еще это используют как для обогрева, как топливо? Может быть такое? Maybe. Ребят, напишите нам в комментариях, как бы вы использовали... Дерьмо. А я хотел сказать, что наши друзья достаточно авторитетные центровые пацаны. И поэтому мне абсолютно не страшно где-то здесь, в глубинке, знаешь, непонятно, где-то далеко в этой Индии. Мы идем, можно сказать, с местной мафией, и все хорошо. Каждый день готовят и бесплатно кормят детишек. Очень хорошая традиция. Правильная, очень правильная традиция. Выглядит достаточно аппетитно, знаешь. Это чебуреки, да, походу? Похоже, да? Пойдем, нас приглашают к столу. Пойдем. Мне нравится, что они, короче, халву едят со самым острым соусом. Докладываю. Сначала я выпил свежевыжатый сок из бамбуков, приготовленный грязными руками. Потом я, короче, порол молочище какого-то, типа лимонада, типа айран. А теперь я вообще, не знаю, нахера я за обе щеки ублюдаю. Знаете, что хорошо? Вот, мы взяли с собой туалетную бумагу. Хоть это тут и не принято, как бы, блин, но
Это очень большой плюс. Что, давай конфетку притащим. Да, конечно. Только знаешь, что я боюсь, что, блин, нам всем не хватит конфет. Будет какая-то, да. Давайте ничего не будем давать, сами сидим. Причем при них. Сейчас Будем разговаривать. О, какая интересная. очень вкусно. Я, конечно, не думаю, что это одноразовая посуда. Она была просто... Помыта. Конечно. Ну, помыли же. Ну, нормально, да. А что придираться? Они, конечно, большие молодцы, живут как одна дружная семья, всех детишек кормят по расписанию, и денег за это никто не берет. Вообще сложилось впечатление, что тут людям и деньги-то особо не нужны, у них вроде как все есть. Потом нас повели в какой-то дом на чай, но это мы так подумали сначала, на самом деле помимо чая там было еще кое-что. Нас пригласили домой. Чай. Hello. Мне даже как-то неудобно. Мне тоже. Меня уж благословили. Главное, чтобы сейчас не женили быстренько. Тупиковая ситуация, когда ты и не можешь это есть, и не можешь это пить, а вроде отказаться не можешь. Но, ребят, быть ведущим самого популярного российского канала, извините, тоже не так уж и просто. Может быть, уже и не сегодня, но рано или поздно до Дропзоны-то доберемся. Ведь это же наша, получается, цель. Что это? Шиша. О, ребят, пиздец, блядь. А потом нас зачем-то повели в коровник. По какой-то необъяснимой причине мы должны подоить эту корову, потому что это традиция. Это традиция, и если мы этого не сделаем, то весь этот день прекрасный, который эти люди подарили нам, но мы, получается, их обидим. Поэтому я предлагаю нам с вами взять эту камеру в руки и предоставить эту возможность нашему оператору Сергею. Сергей, пожалуйста, хватит оставаться за кадром. Отличная идея. Серега хорошо доет, но мимо ведра. Ну, Сереж свою порцию опыта доения коровы получил. Где ж как не в Индии. Ну и кульминацией этой вечеринки служил кальян на навозе. Реально, они используют навоз как уголь. К такому меня жизнь не готовила. Хотя, с другой стороны, когда я еще дерьмище-то покурю. Эх, ребят, вообще-то я не курю. А реально вот воняет навозом. Прям... Все, мне... Есть подозрение, что мы реально вот эти вот лепешки говна, слепленные с сеном и с... И только что курили. Неужели я реально курил говно? Хорошо, я хоть его не жрал. Ну а после трубки мира такое началось, тут даже комментировать не буду. Пошло все, блядь. Ужас какой творится здесь. Да? Я танцор диска. Вот конкретно на этой ноте мы поняли, что нужно драть когти отсюда. Так, ну... Давайте, ребят, не забывайте, что мы под дерьмищем. Да, я предлагаю потихонечку отсюда съебаться. Надо. Потому что иначе, смотрю, там уже комнаты нам приготовили. Что-то пошло все вообще, непонятно, чем это закончилось. Команд. Помните, я сказал, что деревня была нам совсем не по пути. Мы об этом узнали не сразу, но Махе мы это простили, он же старался. Ну а нам пришлось снова возвращаться в Дели. Зато наш товарищ был доволен, его авторитет взлетел еще выше. Его международные связи были предъявлены друзьям натуральным образом. Ну а нашего оператора так впечатлили индийские танцы в этой деревне, что он предложил нам организовать конкурс талантов Индии прямо в ее столице. А мы зачем-то поддержали эту бредовую идею. Мы увидели вчера, как ребята перед нами показывали различную самодеятельность, и мы решили устроить конкурс талантов. Да. Идея на самом деле пришла от нашего оператора. Он любит поунижать нас. Не, на самом деле люди тут очень любят петь, танцевать. Они легкие, скажем так, на подъем в этом плане. По идее, это должно прокатить очень легко. Сначала была идея что-то купить, но мы не знаем, что бы было бы полезно в их быту, поэтому я думаю, что денежный приз, он удовлетворит максимальное количество наших претендентов. Ребят, ну что нам нужно? Стол, стулья,
доска, написать, кто хочет попробовать себя, welcome. Я еще предлагаю где-нибудь нарулить колонку, для того, чтобы можно было соединить с телефоном, потому что наверняка Музыка телефон музыка. у каждого или почти у каждого будет, и чтобы какое-то звуковое оформление было. Задача непростая. Во-первых, потому что немножечко страшно, как-то неловко это делать. Во-вторых... Да и вообще мы не про это, мы же про скайдайв, но в данном случае лучше сигануть с какого-нибудь моста бейс, чем сейчас устраивать это шоу и еще в роли ведущих. Я не представляю. Слушай, в любом случае наша дорога на Дроп-зону занимает какое-то время, еще 2 дня нам туда ехать, время у нас есть. Начинаем. Серег, сам там все это вот сделаешь, ладно? Давай, брат. К сожалению, наш поход в деревню был не самым богатым на кринж событием, потому что Серега как-то нас убедил провести этот конкурс. Мне идея вообще не понравилась, но как тут откажешь, когда вся команда за? Мы очень оперативно определили минимальные требования для организации этого шоу и начали подготовку. Так, смотри, нам вот эту вот штуку надо будет взять. Здесь напишем. Да? Да, и маркер. Так, короче, чтобы вы понимали, это, ну, типа не самый благоприятный район Нью-Дели, но зато самый торговый. Люди, простые крестьяне. А, кстати, у меня нет какого-то ощущения, что у меня тоже здесь нету. агрессия или... Савеловский рынок, что-то типа того. Всё. Класс, берем. Серж! Очень непонятно, как здесь переходить дорогу, но Дима справился с этой задачей. Нормально? Сюда. Окей. Да, реально рупор есть. Hello? О, вот они, мегафончики. Супер. Разные. О, отлично. То, что надо. Не представляю, как мы сейчас вообще это... Я говорю, я думал, что у вас есть план. Я 2 дня уже мучаюсь. Короче, мне так херово. Я не знаю, как выйти сейчас на площадь, я предлагаю... сесть. И это какой-то... Я прошу прощения, но это было... Раз. Ну что, дорогие друзья, свершилось спустя полдня и невероятных усилий мы приобрели вот этот замечательный мегафон. И теперь мы будем на все Нью-Дели зазывать людей на шоу талантов. Привет, братья, привет! Приветствуем вас! Спасибо за внимание! Отлично! Чао-чао! Дорогие друзья, приглашаем вас всех на величайший конкурс талантов, который мы будем проводить недалеко на автобусной остановке, буквально каких-то 500 метров отсюда. Все вы прекрасные люди можете прямо сейчас бросить все свои прекрасные дела и пойти по этой прекрасной улице прямо туда, в конец, где автобусная остановка. Ну и наконец, после мучительно долгих сборов и подготовки к этому самому конкурсу, мы нашли очень странное место и начали подготавливать площадку для этого самого выдающегося трэш-мероприятия. Ну что, дорогие наши любимые подписчики, вы все спрашиваете у нас с Андреем Вячеславовичем, какая здесь погода? Вот и наступил тот день, когда Дима из автобуса, в котором он привык приглашать людей, вышел на огромную сцену, можно сказать. Ладно, друзья, в общем, шоу талантов наше начинается. Сначала в роли организатора было очень неуютно, но Серега, наш оператор, видя, что его инициатива может накрыться, решил открыть конкурс своим эксклюзивным выступлением. Нам не нужно жалеть, если мы бы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, но другие полюбили. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. И представляете, народ стал подтягиваться. В общем, эту спонтанную идею нам удалось организовать, а значит, нам уже здесь ничего не страшно. Ну а таланты тут действительно везде. Вот полюбуйтесь, это на секундочку обычные прохожие. Найс! मेरे भोले सनम तुझे जल्दी से आ लटके आ जाना Это просто как Серега, если слышишь меня, я выдержу еще человек 3, и мы отсюда съебываем нахуй, блядь. Уедь, блядь.
затянул. А этот мегаактивный парниша нам так понравился, что мы его попросили взять нашу GoPro и поснимать свой быт. Как вы думаете, какой шанс, что он вернет нам камеру? Вот и мы тоже подумали, что шансов немного, но уж очень хотелось получить записи того, что мы сами никогда не снимем. А он вернулся в указанное место и время. Вот такие тут люди. Добрые, талантливые, да еще и честные. Ну а то, что он нам наснимал, я покажу вам в следующем выпуске. В нем мы продолжим добираться до местного аэродрома, погружаясь все глубже и глубже в индийский трэш. А с вас, как обычно, лайк, подписка, колокол, чтобы не пропустить. Ну и скоро увидимся. Пока. Дима, слушай, я предлагаю закончить сегодня. Этого enough. Да, потому что... Ну, неприятно, ну что, люди горят, ну, в смысле, люди, трупы. Ну, Все, пойдем отсюда. сори.